Только вернулся с прогулки. Гулял с собакой. Видел такое. Не могу прийти в себя. Простите, друзья. Очень взволнован. Приветствую вас всех. Ага. Если не подпишешься, пожиратели придут за тобой. Перестань пороть чушь. Никто не придет. Придут только за теми, кто... Ну, вообще-то, насчет подписки, в самом деле, лучше, конечно, подписаться. Так, на всякий случай. Так, все, я немного успокоился. Рассказываю по порядку. Я проживаю в разных местах. Сейчас я живу в многоквартирном доме. Рядом со мной, через дорогу, большой парк. А около дома дворик с детской площадкой, гаражом и трансформаторной будкой. Между ними такой тихенький закуточек с деревьями. 2 раза в день я выхожу с собакой на прогулку. У меня специальная собака, очень-очень умная. Она не просто вышкаленная по высшему разряду, она еще и обучена на монстров. То есть чувствует, если рядом находятся монстры. Поэтому я совершенно спокоен, когда гуляю с ней по вечерам. Правда, она пока не умеет проникать в другие слои. И в них я проникаю один, без форсажа, так зовут моего пса. Когда я выхожу с форсажем на прогулку, я сначала иду в тот самый закуток для того, чтобы форсаж сделал там свои туалетные дела. А я за ним аккуратно все убираю в пакетик и выбрасываю в мусорный бак. После этого я иду гулять в лес. Хочу сказать, что напротив нашего дома в 5-этажке, где раньше была телефонная станция, организовали хостел. Хостел – это такое заведение типа недорогой гостиницы. И в этом хостеле стали селиться какие-то не очень приятные люди, приносящие жильцам нашего дома много дискомфорта и неприятностей. Они мусорили, распивали алкогольные напитки и курили, причем частенько прямо на детской площадке. По ночам шумели, не давали людям спать, а некоторые дошли до того, что даже употребляли наркотики и бросали на землю шприцы. Представляете? Мы, жильцы дома, как могли боролись с ними. Но особого успеха в этой борьбе достичь не получалось. Но вчерашний день все изменил. По крайней мере, я так думаю. Произошло вот что. Не слушайте его, просто подписывайтесь на канал и все. Почему это не слушаете? Как раз наоборот. Слушайте дальше. Будет интересно. Так вот, вчера, как обычно, я вышел на прогулку с форсажем и пошел в тот самый закуток. Было уже темновато. Вижу, стоят какие-то 3 молодых людей. Пьют пиво, курят и громко разговаривают. Речь такая, некультурная. Язык такой плохой, безграмотный. При этом ругаются и даже матерятся. Вижу, один бросил окурок, второй допил пиво из пластиковой бутылки и швырнул пустую бутылку на землю. И принялся лакать пиво из другой бутылки. Немного отпил, передал ее второму, а тот третьему. И так по кругу. Я подошел и вежливо говорю: «Здравствуйте». А самый здоровенный мне в ответ: «Чего надо, дядя? Шел, вот и иди себе».
Да я живу здесь, гуляю где хочу. Вот и гуляй дальше. Я бы очень вас попросил, во-первых, говорить немного тише. Во-вторых, не ругаться в моем присутствии. В-третьих, собрать весь мусор, который вы здесь набросали. И больше не мусорить. А может, ты еще марципанов хочешь, дядя? А ну пошел отсюда, а не то. Я, конечно, совершенно не испугался. Я и сам могу за себя постоять. Да и Форсаж рядом. А с ним шутки плохи. Если начнет меня защищать, ампутация врагу обеспечена. В лучшем случае останется без ноги или руки, а в худшем... Но тут произошло такое, что я даже присел от неожиданности. Когда один из этих бугаев произносил свою фразу «Пошел отсюда, а не то...», он не успел ее завершить, поскольку рядом стоящее дерево — это была старая огромная акация со стволом толщиной более полуметра. Раскрылось, и... оно раскрылось так, как распахивается пальто на человеке. То есть как бы развернулось. И в распахнутом отверстии возникли какие-то щупальцеподобные языки и огромные зубищи. Этими языками-щупальцами дерево схватило двух молодых людей и с молниеносной быстротой втащило их к себе в рот. Отверстие рот тут же сомкнулось. Все было почти бесшумно. Я услышал только звук, похожий на звук закрывающегося рта, но без лязга зубов. Чпок! И все. Двоих молодых людей не стало. Третий среагировал очень быстро. Сначала он упал на землю, наверное, это и спасло его от пожирания. Но затем быстренько вскочил на ноги и помчался прочь. А я, как настоящий исследователь, несмотря на всю жуткость ситуации, хладнокровно стоял и наблюдал за всем происходящим. В конце концов, я ведь настоящий монстровед, а не какой-то покемон. Дерево приобрело свой прежний вид, только внутри него несколько секунд слышалось какое-то урчание. Когда я вернулся домой, я тут же занялся поиском в интернете ответов на мои возникшие вопросы и выяснил следующее. Хочешь, чтобы я пришел к тебе ночью? Нет? Тогда подписывайся. Друзья, рекомендую подписаться, а то ведь и вправду может прийти. Я понял, что столкнулся с новым видом пожирателей. Деревом-пожирателем. По крайней мере, мне так казалось сначала. Как оказалось впоследствии, я был неправ и очень сильно заблуждался. Я начал искать факты, свидетельствующие о том, что в городе и его окрестностях появились такие пожиратели – деревья. Странно, ничего такого я не нашел. И что самое удивительное, подняв сводки чрезвычайных происшествий, я увидел следующую картину. В одном районе нашли части тела возле памятника Героев революции. В другом районе лужи крови возле пивного ларька. В третьем кровавые пятна около скамейки в сквере. И таких мест оказалось довольно много. Я выяснил, что во всех этих местах пропадали люди. И только в нескольких случаях были свидетели, которые ничего внятного рассказать не могли, поскольку они либо тронулись умом,
либо стали так заикаться, что невозможно было разобрать, что они лопочут. Придется глубже расследовать этот вопрос, подумал я.